Совсем недавно волков можно было встретить в разных местах нашей планеты, как в Евразии, так и в Америке. Однако из-за их истребления людьми, постройки новых поселений, места обитания зверя значительно сократились. Какие подвиды волка встречаются до сих пор, где они обитают, а также какой образ жизни ведут? Волк. Описание вида волк – это хищное животное из класса млекопитающих. Множественные исследования показывают, что это предок собаки. Совсем недавно их можно было встретить в разных местах нашей планеты в Евразии, Америке. Типичный представитель вида ведет стайный образ жизни. В экосистеме играет важнейшую роль. К примеру, в тундре, степях, стая уничтожает больных животных, обновляя природный генофонд. Дед Прохор как раз ставил свой самовар, когда дверь в его доме скрипнула. Поначалу он подумал было, что снова не запер щеколду. Однако оказалось, что к нему приехал его внук Талик, немного взволнованный, ведь дед снова не брал телефон. «Ну как ты здесь?» — спросил внук. «Нормально. А ты чего такой нервный? Да ты ведь опять трубку не берешь, тебе не дозвониться никак». Дед удивленно начал шарить по дому и сказал. «Да действительно. Вот же он где. Ты же знаешь, мне не нравятся все ваши эти новомодные техники. Только мы же за тебя волнуемся». Дед стал разливать по чашкам теплый напиток из самовара. «Ну садись, не бронись ты так, давай лучше попьем». Дед действительно был далек от цивилизации, дети и внуки звали его переехать из деревни в город, но он никак не соглашался. Относительно недавно похоронил супругу в этой деревне и прожил там всю жизнь, поэтому ему не нравилась идея о том, чтобы сидеть в бетонных коробках и наслаждаться всеми радостями цивилизации, в которых радости он совершенно не видел. Вот и приходилось его внукам, да детям периодически приезжать к нему. Талик в этот раз привез ему достаточный запас продуктов и сказал, что метель на улице, а была как раз зима, что невозможно будет доехать до магазина. Поэтому решил его проведать и привезти все нужное, проведывать. Тем более он трубку не берет. Да, метели у нас такие бывают, заметет, что не проехать, не пройти, а бывает еще похлеще истории, продолжал Прохор. «Это какие такие истории?» — спросил у него Талик. «Ну вот, к примеру, про волков была еще с твоей бабкой Катей история, могу рассказать». «Конечно, рассказывай», — сказал Талик, который к этому времени разложил все привезенные продукты в доме и допивал вторую чашку. «Так вот, значит», — сказал дед Прохор, — «работал я в нашей деревне и был тогда еще молодым и здоровым. Для меня метель была сущим пустяком, поэтому спокойно мог ездить за сеном на наш ближайший хутор. Как раз в ту зиму у меня было припасено там несколько стогов, и нужно было кормить корову, поэтому я собрал упряжку и отправился туда. Была вьюга, но проблем с этим никаких не возникало, доехал достаточно быстро, а вот там пришлось задержаться. Как только стал ворошить стог с сеном, услышал какие-то звуки. Там оказалось, что внутри забилась волчица, то ли раненая, то ли просто ослабшая, но явно нуждающаяся в помощи. Я подумал и решил, что нужно волчицу с собой забирать и выхаживать. Хотя навыков для этого не было, да и деревенские могли бы как-то не так посмотреть. Но ближним нужно помогать, и в итоге я погрузил волчицу в упряжку, уговорил кобылку, которая не хотела ехать, чувствуя зверя. И в итоге мы добрались до деревни. Бабка твоя Катерина поняла, что к чему, и не стала практически никому из деревенских рассказывать о найденной волчице. Мы ее определили в сарайчике, поближе к дому, и начали выхаживать на молоке и других полезных продуктах. Она стала крепнуть, и в итоге, однажды зайдя в помещение, где она обычно была, я не увидел ее. Ну что ж, подумал, так тому и быть. И стали мы дальше жить-поживать. Бабка твоя в то время работала педагогом в нашей деревенской школе, и как-то раз пришлось ей отправляться в райцентр для того, чтобы выслушать там какие-то предписания. Забрать учебники, которые выделили для школы. Она запрягла упряжку. Я как раз был на работе. Поехала до райцентра, задержалась там. Пришлось ехать практически в темень и тоже в метель, но делать нечего. Она укуталась получше, поехала, как вдруг прямо на дороге перед ней оказалась стая волков. Они окружили тележку и, наверное, были голодными, поэтому вполне могли съесть и кобылу, да и бабку твою тоже. Она поняла, что ситуация весьма угнетающая, тем более до деревни было еще далеко, а поблизости никого не было. Рядом с ним стояла его волчица и 3 щенков. У человека появился шанс, и он приободрился. Собак тоже ощутила поддержку и стала рычать.
Стая выглядела немного растерянно. Этой нерешительности хватило, чтобы сделать выстрел. Охотник выстрелил в вожака. Волчица осмелилась выйти в схватку вместе со своим волком и псом. Волки позорно бежали. Они не рискнули ворваться в схватку с более сильным соперником, оставшись без своего вожака. Собака была очень рада повидаться со своим приемным сыном. А человек тогда осознал, что этот волк был невиновен в пропаже скота. Волк заглянул в глаза своего бывшего хозяина, немного постоял и скрылся в лесу. После случившегося, стая волков ушла из леса и скот больше не пропадал. Вой серого волка часто слышали люди, но на глаза он им больше не попадался. В самые суровые зимы деревенские мужики уносили в лес мясо, чтобы выразить благодарность и немножко подкормить голодающих. Так случилось, что теперь в этом селе был заключен мир между хищниками и людьми. Конечно, такое случается крайне редко, и звериная природа часто берет СВО, но даже один случай на миллион говорит о том, что и у зверей есть самое что ни на есть настоящее чувство. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.